Глава 2101. Телосложение Святой Нирваны и меч удара глубокого небесного духа. Проекция зеленого меча казалась очень обычной, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что она полностью образована зелеными рунами. Каждая такая руна была размером около дюйма. Кроме того, эти руны имели тонкие золотые и серебряные узоры, идущие по их поверхности, а пространство возле проекции меча искажалось и слегка расплывалось. В то же время огромное количество ци мирового происхождения в безумии направлялось в зеленые руны, и нечеткая проекция меча становилась все более четкой с такой быстрой скоростью, которая была едва различима невооруженным глазом. Невозможно. Это глубокое небесное сокровище. Недоверчиво воскликнул молодой человек в черном. Судя по его ауре, это действительно глубокое небесное сокровище, и кажется, что оно даже сильнее, чем ваш глубокий небесный черный кинжал. Во время моего пребывания в царстве духов я слышал, что на плане хаотических мириад появилось новое сокровище 3-го уровня. Свиток духа, меч удара глубокого небесного духа, но никто не смог его найти. Похоже, это он. «Кажется, мы оба недооценили человеческую расу», — сказала Баахуа, и на ее лице впервые появилось серьезное выражение. «Подожди минутку. Если человеческая раса действительно получила глубокое небесное сокровище, как они могли передать его культиватору интеграции тела? Как он мог активировать глубокое небесное сокровище?» — сказал священный предок Юань-Янь, решительно покачав головой. Тогда как насчет того, чтобы объяснить мне, как ему удалось противостоять моему сочувствующему цветочному пальцу? Спросила Баахуа с холодной улыбкой. Возможно, он только блефует, используя часть ауры глубокого небесного сокровища, неуверенно сказал священный предок Юань-Янь. Это кажется несколько правдоподобным. Как насчет того, чтобы проверить эту теорию, коллегадос Юань-Янь? С улыбкой спросила Баахуа. Хе-хе, это ты на него нацелилась, это не имеет никакого отношения ко мне. Если ты хочешь проверить ситуацию, то сделай это сама, без колебаний отказался молодой человек в черной мантии. Похоже, ты отказался от убийства этого человека, ты ведь не передумаешь позже, не так ли? Баахуа холодно фыркнула. Уверяю тебя, уважаемая даос Баахуа. Я больше не буду вмешиваться в этот вопрос, решительно ответил священный предок Юань-Янь. Хорошо, я поверю тебе на слово. А теперь дай мне посмотреть, действительно ли он может активировать это глубокое небесное сокровище или нет. Как только голос Баахуа затих, она потерла руки, и розовый цветок, который она держала, исчез в мгновение К, сменившись тонкой розовой веткой. Ветка была всего около 2 футов в длину, но была полностью прозрачной, и по всей ее поверхности были начертаны розовые руны. Она держала ветку одной рукой, прежде чем помахать ею издалека к Ханьли, и бесчисленные розовые лепестки сразу же появились в радиусе нескольких километров, а затем внезапно исчезли в никуда. Выражение лица Ханьли слегка изменилось, когда он увидел это. И сразу же после этого в воздухе вокруг него вспыхнул розовый свет, после чего снова появились бесчисленные цветочные лепестки, которые затем превратились в маленькие полупрозрачные мечи, которые устремились к нему со всех сторон. Выражение лица Ханьли слегка потемнело, когда он увидел это, но в его глазах не было страха. Он сделал глубокий вдох, прежде чем внезапно произнес заклинание, и проекция зеленого меча в его руке мгновенно исчезла в его ладони. Сразу после этого из тела Ханьли вырвался взрыв неописуемо огромного намерения меча, а из его руки вырвался гигантский зеленый клинок меча длиной более 1000 футов. Все тело Ханьли было мгновенно окутано проекцией зеленого меча, а приближающиеся розовые мечи врезались в проекции меча среди быстрой череды глухих ударов, только чтобы мгновенно растаять, в то время как проекция меча осталась совершенно невредимой. Баахуа ничуть не удивилась, увидев это, и еще дважды нежно взмахнула своей полупрозрачной веткой в воздухе. Количество розовых мечей в воздухе над прудом сразу же начало быстро увеличиваться, прежде чем обрушиться на проекцию зеленого меча проливным ливнем. Проекция зеленого меча была наполнена невероятной силой, но маленькие розовые мечи были намного мощнее, чем обычный летающий меч. По мере того, как длительная атака продолжалась, даже проекция зеленого меча начала слегка дрожать. Увидев это, на лице Баахуа появилась слабая улыбка. Она была уверена, что если Ханьли сможет использовать только небольшую часть силы глубокого небесного сокровища, то он никак не сможет противостоять этой волне свирепых атак. В конце концов, она вложила свою основную силу в атаку, так что это было не менее устрашающе, чем атака глубокого небесного сокровища. Хань Ли посмотрел на разворачивающуюся перед его глазами сцену из проекции зеленого меча, затем перевел взгляд на свою руку, и на его лице появилась кривая улыбка. В следующее мгновение в его глазах появилось решительное выражение, и он положил руку на макушку, на которой появилась золотая зарождающаяся душа. Черты лица зарождающейся души были идентичны чертам лица Хань Ли, и вокруг него летало несколько десятков миниатюрных лазурных мечей. Зарождающаяся душа сложила ручную печать, и раздались крики и рев, когда 5 шаров золотого света вылетели из ее тела,
превратившись в 5 проекций, состоящих из гигантской обезьяны, радужного феникса, серебряной птицы, пятицветного павлина и золотого дракона. Зарождающаяся душа без колебаний провела рукой по воздуху, и 5 истинных духовных проекций мгновенно исчезли в ее теле. Вспышка пронзительного золотого света вырвалась из тела зарождающейся души на фоне оглушительного грохота, и после того, как золотой свет исчез, место Хань Ли и зарождающейся души заняла дородная гуманоидная фигура с 3 головами и 6 руками. Все тело гуманоидной фигуры было мерцающего золотого цвета, а на коже был слой золотой чешуи. На его голове также был лазурный рог и чернильно-черный демонический глаз на его переносице. Гуманоидная фигура повернулась к Бааху с холодным выражением лица, показывая, что черты его лица идентичны чертам лица Хань Ли. Тем не менее, его глаза были совершенно бесчувственными, и его внешний вид был очень тревожным. Молодой человек в черной мантии посмотрел в глаза гуманоидной фигуры лишь на короткое мгновение, но его глаза тут же пронзила острая вспышка боли. Он поспешно сфокусировал взгляд на гуманоидной фигуре, и на его лице тут же появилось изумленное выражение. Это телосложение святой Нирваны. Как он связан со священным предком Ниппаном? Разве он не единственный, кто достиг этого телосложения? Поразился дьявольский патриарх Юань-Янь. В глазах священного предка Баахуа также появился намек на замешательство. Это действительно телосложение святой Нирваны, но он еще не полностью овладел им и может лишь с трудом призвать его. Вопрос в том, сможет ли он пройти вторую стадию трансформации. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно издал низкий рев, затем резко поднял руку, на которой среди вспышки зеленого света появился маленький темно-зеленый меч длиной всего в несколько дюймов. Вокруг меча вращалось бесчисленное количество золотых и серебряных проекций, и сердце Баахуа сразу упало, когда она увидела это. Это действительно глубокое небесное сокровище. С его телосложением святой Нирваны для него будет вполне возможным владеть глубоким небесным сокровищем. Хань Ли бросил двусмысленный взгляд на маленький зеленый меч, появившийся из его руки, а затем бесстрастно повернулся к Баахуа. «Вы все еще хотите продолжать? Если бы мы были за пределами этого острова, я не смог бы вам противостоять даже с этим глубоким небесным сокровищем. Но если вы будете настаивать на битве здесь, она, скорее всего, завершится взаимовыгодным исходом. Вы действительно полны решимости пройти через это? Кажется, я впервые вижу вас, так что у вас наверняка нет причин вызывать меня на смертельную битву. С телосложением святой Нирваны и глубоким небесным сокровищем ты действительно достойный моего уважения противник. Похоже, я все-таки недооценила тебя. Хорошо, на этом наша битва может закончиться, но ты должен дать мне определенный предмет, произнесла священный предок Баахуа, когда на ее лице внезапно появилась захватывающая дух улыбка. Хан Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем спросить. «О каком предмете вы говорите, старшая?» Баахуа на мгновение сделала паузу, прежде чем передать свой голос Хань Ли, явно желая, чтобы священный предок Юань-Янь не вмешивался в этот разговор. «Я точно не знаю, что это такое, но, скорее всего, это лекарство духа». Выражение лица молодого человека в черной мантии слегка изменилось, когда он увидел это, но он просто скрестил руки на груди с холодной улыбкой и не попытался вмешаться. Хань Ли был несколько ошеломлен этой просьбой, но выражение его лица не изменилось, поскольку он также передал свой голос в ответ. «С вашими способностями, какое духовное лекарство было бы вам недоступно? Почему вы ищете у меня духовное лекарство? Тебе не нужно знать причины моих действий. Все, что тебе нужно знать, это то, что ты обладаешь духовным лекарством, которое я ищу, и именно поэтому я следовала за тобой всю дорогу сюда», — ответила Баахуа. «В таком случае, почему вы не напали на меня и моих товарищей раньше?» «Мы, конечно же, не представляли угрозы для вас», — озадаченно спросил Хань Ли. «Это потому, что ранее я не могла подтвердить, был ли ты тем, кто обладал этим духовным лекарством. Теперь, когда все остальные мертвы, это можешь быть только ты», — ответила Баахуа со слабой улыбкой. Глава 2102. Ядро молнии небесного голоса. Что это за рассуждение? Если оставить это в стороне, даже если у меня действительно есть лекарство духа, которое вы ищете, вы должны, по крайней мере, описать мне его общее применение. Как я должен понять, какое из них вы хотите? Спросил Хань Ли. Баахуа сделала паузу на мгновение, прежде чем ответить. Я также не знаю, каково его общее применение. Однако я уверена, что это духовное лекарство — это то, что ты получил до того, как вошел в наше святое царство, и оно чрезвычайно редкое. Возможно, это даже что-то не из царства духов. Что-то не из царства духов. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это, и ему сразу же пришли в голову духовные лекарства, которые он получил из обширного ледяного царства. Незначительное изменение выражения лица Хань Ли, естественно, не ускользнуло от внимания Баахуа, и ее улыбка стала еще более выраженной.
Как я и подозревала, у тебя действительно есть духовное лекарство такого рода. Если ты передашь его мне, я могу позволить тебе безопасно покинуть это место и убедиться, что Каллигдос Юань-Янь больше тебя не беспокоит. Кроме того, я думаю, у меня здесь есть кое-кто, кто будет тебе интересен. Эй, приведи-ка эту маленькую девочку. Да, моя госпожа. Дородный мужчина в черной броне позади нее немедленно ответил поклоном, прежде чем положить руку на желтый кожаный мешочек, свисавший с его талии. Из отверстия мешочка вырвалась вспышка черного света, открыв бессознательную молодую женщину, которая выглядела подростком. Зрачки Хань Ли резко сузились при виде молодой женщины. Это была никто иная, как Чжу Гоэр. Эта маленькая девочка, похоже, каким-то образом связана с тобой, поэтому я уверена, что ты не бросишь ее. «Дай мне духовное лекарство, которое я хочу, и я верну ее тебе», — спокойно сказала Баахуа. Увидев, что она попала в ваши руки, я полагаю, уважаемый Даос Линь уже погиб? Вздохнул Хань Ли. Ты имеешь в виду культиватора интеграции тела, который был с ней? Он обладал настоящей духовной родословной, но мне это было бесполезно, поэтому я, естественно, не собиралась держать его рядом, правдиво ответила Баахуа. Если бы я дрался изо всех сил, у вас двоих было бы много неприятностей. Но мне не нужно так сильно рисковать из-за простого духовного лекарства. Я принесу их вам. Выберите из нескольких видов. Посмотрите все и узнайте, не является ли какой-нибудь из них тем, что вы ищете, холодно хмыкнул Ханли. Ты принял мудрое решение, Даос Хань. Фея, передайте ему маленькую девочку. Я уверена, что брат Хань не сделает ничего опрометчивого, с улыбкой проинструктировала Баахуа. Услышав это, Хэйе немедленно бросил Чжу Гоэр в сторону Ханли, и Ханли взмахнул рукавом, чтобы выпустить вспышку зеленого света, которая вернула Чжу Гоэр обратно к нему. Затем он провел своим духовным чувством по ее телу и обнаружил, что она была без сознания только из-за простого ограничения, наложенного на нее. Убедившись, что с ней больше ничего не делали, он спрятал ее в особое сокровище среди вспышки лазурного света. После этого он начал обдумывать, какие духовные лекарства он собирается показать Баахуа. С тех пор, как он получил эти духовные лекарства из обширного ледяного царства, он постоянно собирал соответствующую информацию, чтобы попытаться выяснить их применение. Однако он смог узнать эту информацию только для небольшой части этих духовных лекарств, в то время как большинство из них продолжало ставить его в тупик. Эти духовные лекарства были из истинного бессмертного царства, поэтому они, естественно, были чрезвычайно ценными, но понимая, что он все равно не знал, как их использовать, он был более чем счастлив использовать одно из них, чтобы избежать битвы с таким могущественным врагом. Тем не менее, большинство обычных духовных лекарств, которые он добыл в огромном ледниковом царстве, не представляли никакого интереса для Баахуа, поэтому она, скорее всего, искала один из более редких типов духовных лекарств, которые он получил. Естественно, было бы хорошо, если он может обмануть ее одним из других видов духовного лекарства. Имея это в виду, Хань Ли сделал ручную печать, и маленький зеленый меч в его руке мгновенно исчез. Затем он перевернул руку, и во вспышке белого света появилась белая нефритовая коробка. К поверхности коробки было приклеено несколько ограничивающих талисманов, и он бросил ее Баахуа. Баахуа сделала хватательное движение одной рукой, и нефритовая шкатулка оказалась в ее руках. Она осторожно приложила палец к крышке шкатулки, и талисманы ограничения были немедленно удалены, а крышка отлетела сама по себе, обнажив лекарство зеленого духа, испускающее ароматный аромат и светящееся нежным белым светом. Выражение лица священного предка Баахуа слегка изменилось при виде духовного лекарства, но она быстро покачала головой, и крышка коробки была установлена на место, и ограничивающие талисманы также вернулись на ее поверхность. Затем нефритовая коробка была отправлена обратно к Ханли, который, не удивившись, поймал ее. В то же время в другой его руке появился зеленый нефритовый пузырек, и он также бросил его Баахуа. Баахуа поймала нефритовый пузырек, прежде чем снять крышку и осмотреть его содержимое своим духовным чутьем, отчего ее брови слегка нахмурились, и пузырек также был брошен обратно Хань Ли. Священный предок Юань-Янь не знал о содержании разговора Хань Ли и Баахуа, но он, естественно, понял, что происходит в этот момент. Несмотря на это, он просто смотрел с поджатыми губами, совершенно неубежденный в том, что культиватор интеграции тела действительно сможет предложить духовное лекарство, которое могло бы заинтересовать дьявольских патриархов, таких как он и Баахуа. Таким образом, Хань Ли последовательно извлек 8 духовных лекарств, и все они были отвергнуты Баахуа. В этот момент выражение ее лица немного потемнело, и, вернув Хань Ли еще одно духовное лекарство, она сказала холодным голосом: «Я не могу сказать, что духовные лекарства, которые ты мне показал, совершенно бесполезны. Но лекарства такого калибра ни для меня не интересны. Если ты не собираешься показывать мне что-либо более высокого калибра, то нет нужды продолжать это дальше».
Услышав это, на лице Хань Ли появилось нерешительное выражение, но затем он слабо вздохнул, прежде чем перевернуть руку, чтобы открыть еще одну коробку из белого нефрита. В отличие от контейнеров, которые он достал ранее, этот был явно сделан из гораздо более качественного материала, и от его поверхности исходила слабая ледяная ци. В этом случае Хань Ли не бросил коробку Баахуа. Вместо этого он снял ограничивающие талисманы и крышку коробки, чтобы издалека показать Баахуа находящееся в ней духовное лекарство. Вместо того, чтобы разозлиться, на лице Баахуа появилась слабая улыбка, поскольку она знала, что Хань Ли, наконец, показывает ей хорошие вещи. Как только крышка нефритового ящика была снята, из него вырвался поток ледяной ци, и медленно появился кусок полупрозрачного пятицветного льда. Внутри куска льда была красная ветвь, к которой была прикреплена пара духовных плодов размером с большой палец, похожих на грецкий орех, один из которых был золотым, а другой серебряным. Ядро молнии небесного голоса. Воскликнула Баахуа, когда удивленное выражение сменило улыбку на ее лице. Выражение лица священного предка Юань-Яня также резко изменилось, когда он услышал это. Ядро молнии небесного голоса. Разве это не то, что существует только в высших сферах? Как такой человек-культиватор, как он, может обладать такой вещью? Принеси ее мне, чтобы я мог взглянуть на нее. Приношу свои извинения, старший Юань-Янь, но, боюсь, я не могу выполнить эту просьбу. Старшая Баахуа — это то духовное лекарство, которое вы ищете? Спросил Хань Ли после стоического отказа Юань-Яню. Он читал о ядре молнии небесного голоса в каком-то томе раньше, но никогда не думал, что это будет конкретное духовное лекарство, и после этого открытия в его сердце нахлынуло волнение. Это была хорошая возможность для него узнать о духовных лекарствах, которые он не мог идентифицировать сам. Он обрадовался, что два дьявольских патриарха могут рассказать ему, что это такое. И если бы он узнал, что представляют собой эти духовные лекарства, они, естественно, стали бы для него намного полезнее. Яростное выражение появилось на лице молодого человека в черной мантии после того, как Хань Ли отказал ему, но в конце концов он силой подавил собственную ярость. В то же время он как будто стал несколько рассеянным, словно думал о чем-то другом. Я никогда раньше не видела этого духовного лекарства, но, судя по его внешнему виду, я почти уверена, что это ядро молнии небесного голоса. Это чрезвычайно ценное духовное лекарство для некоторых людей, использующих особое искусство совершенствования, но, к сожалению, это не то, что я ищу, сказала Баахуа, пристально глядя на духовное лекарство внутри куска льда. Я понимаю, Хань Ли провел рукавом по воздуху, и духовное лекарство спустилось обратно в нефритовую коробку, прежде чем коробка исчезла во вспышке. После этого он достал коробку из зеленого нефрита, а затем открыл ее, чтобы обнаружить еще один кусок пятицветного льда. Внутри этого куска льда был нетронутый белый цветок размером с большую чашу. Брови Баахуа слегка нахмурились при виде этого белого цветка. Даже с ее обширными знаниями и опытом она не смогла идентифицировать цветок, она могла только чувствовать, что это также был необычный предмет. В то же время на лице священного предка Юань-Яня появилось странное выражение. Ему казалось, что он слышал о подобном духовном цветке раньше, но не мог точно вспомнить, что это такое. Глава 2103. Стручок с семенами серебряного лотоса. Хань Ли мог сказать по реакции Баахуа, что это не то, что она искала. Поэтому он убрал духовное лекарство, прежде чем достать еще одну нефритовую коробку. Таким образом, он последовательно извлек несколько духовных лекарств, но, кроме первого ядра молнии небесного голоса, даже пара дьявольских патриархов не смогла идентифицировать остальные, и это довольно сильно разочаровало Хань Ли. Однако, когда он достал серебряную духовную траву, которая также была заключена в кусок пятицветного льда, Баахуа и Юань-Янь внезапно в унисон закричали от удивления. Дьявольская очищающая трава. Баахуа и Юань-Янь воскликнули в унисон при виде этого нового духовного лекарства, и последний немедленно прыгнул вперед, мгновенно исчезнув на месте. В следующее мгновение перед Хань Ли вспыхнула вспышка черного света, и священный предок Юань-Янь снова появился среди порыва яростного ветра, прежде чем потянуться к духовному лекарству как молния. Его лицо в настоящее время было слегка искажено, и он пристально смотрел на траву серебряного духа налитыми кровью глазами, как будто он полностью зациклился на ней. Выражение лица Хань Ли помрачнело, когда он увидел это, и он тут же провел рукавом по воздуху, на котором кусок пятицветного ледникового льда мгновенно исчез. Сразу же после этого он издал яростный рык и метнул в воздух кулак с золотой чешуей. Раздался оглушительный гул, похожий на раскат грома, и золотой и черный свет переплелись, когда во всех направлениях раздались мощные ударные волны. Все небо сильно содрогнулось, и бесчисленные тонкие белые трещины появились в близлежащем пространстве, прежде чем снова быстро исчезнуть.
В эпицентре взрыва две человекоподобные фигуры отлетели в противоположных направлениях, и только после отскока на несколько сотен футов им обоим удалось удержаться на ногах. Казалось, что Хань Ли и священный предок Юань Янь были равны во время этого столкновения. Хань Ли повернулся к молодому человеку в черной мантии с ледяным выражением лица и закричал: «Ты собираешься силой забрать мое духовное лекарство? Если да, я был бы более чем счастлив забрать у тебя жизнь». Как только его голос умолк, на одном из его плеч во вспышке золотого света появилась золотая дьявольская голова, а по обеим сторонам его тела также появились дьявольские руки с золотой чешуей. Достигнув 2 голов и 4 рук, Хань Ли сжал 4 кулака одновременно, и ужасающая аура, которая была в несколько раз мощнее, чем та, которой он обладал ранее, вырвалась из его тела. Вторая трансформация Нирваны. Значит, ты действительно поднял телосложение святой Нирваны до более высокого уровня. Бао Хуа пробормотала себе под нос, когда в ее глазах промелькнул намек на удивление. Что касается священного предка Юань Яня, то на его лице появилось настороженное выражение при виде новой формы, которую принял Хань Ли. Тем не менее, дьявольская очищающая трава была для него явно чрезвычайно важна, и он глубоко вздохнул, прежде чем объявить: «Эта дьявольская очищающая трава бесполезна для тебя. Если ты готов передать ее мне, я немедленно уйду из этого места, и я больше не буду вмешиваться в это дело». Дьявольская очищающая трава? Я впервые слышу это название. Не могли бы вы мне объяснить об этом духовном лекарстве подробнее? Холодно спросил Хань Ли. Ему ответила Бао Хуа. Как и ядро молнии небесного голоса, дьявольская очищающая трава — это духовное лекарство, которое должно существовать только в высшем царстве. Что касается его эффекта, как сказал уважаемый даос Юань Янь, он полезен только для дьявольских существ, таких как мы. По определенным причинам эта трава гораздо важнее для уважаемого даоса Юань Яня, чем для меня. Это жизненно важный фактор, от которого зависит, сможет ли уважаемый даос Юань Янь сделать этот последний шаг в будущем. Он пытался восполнить недостаток дьявольской очищающей травы уже много лет, используя несколько других типов подобных духовных лекарств, но у него ничего не получилось. «Хватит, Бао Хуа!» Яростное выражение появилось на лице молодого человека в черной мантии, когда он оборвал Бао Хуа, прежде чем она смогла что-то уточнить. Бао Хуа лишь взглянула на него со слабой улыбкой, прежде чем замолчать. «Я понимаю», на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. «Ввиду того, что Бао Хуа уже открыла тебе все, я признаю это. Я полон решимости получить эту дьявольскую очищающую траву. Если ты не хочешь отдать ее мне, я оставлю тебя здесь на всю оставшуюся вечность, даже если мне придется пожертвовать своей главной душой, чтобы сделать это», сказал молодой человек в черной мантии со свирепым выражением лица. «Ввиду того, что мне это бесполезно, я, конечно, готов отдать ее, но не кажется ли вам слишком наивным с вашей стороны ожидать, что я отдам ее бесплатно?» Равнодушно спросил Хань Ли. Молодой человек в черной мантии был в восторге, услышав это. «Я готов дать тебе что угодно в обмен на эту траву. Я могу быть дьявольским патриархом, но у меня есть много сокровищ, которые определенно чрезвычайно востребованы такими людьми, как ты». После того, как он стал свидетелем второй трансформации Нирваны Хань Ли, он не был уверен в своей способности захватить Хань Ли силой, поэтому переключился на более мягкий подход. «Хе-хе, мы обсудим это позже. А пока я еще не завершил обмен со старшей Бао Хуа», двусмысленно усмехнулся Хань Ли. Священный предок Юань Янь на мгновение заколебался, прежде чем кивнуть в ответ. «Хорошо, я подожду, пока ты сначала разберешься с этим вопросом. Старшая Бао Хуа, боюсь, у меня не так много духовных лекарств, чтобы показать вам. Если у меня нет духовного лекарства, которое вы ищете, то я ничего не могу сделать», сказал Хань Ли, повернувшись в сторону Бао Хуа. «Принеси то, что еще у тебя есть. Мы будем делать все шаг за шагом», спокойно ответила Бао Хуа. Хань Ли больше не тратил время на слово. Он взмахнул рукавом по воздуху и во вспышке синего света выпустил флакон из синего нефрита. Он бросил пузырек вперед, а затем быстро щелкнул пальцами по нему, посылая цепочку заклинательных печатей, исчезнувших во флаконе. Нефритовый сосуд задрожал, из его отверстия вырвался поток духовной ци, богатой водными атрибутами, после чего появился источник белого духа. Родник был довольно маленьким, но в его центре находился стручок с семенами серебряного лотоса размером с кулак и серебряный корень лотоса толщиной с руку младенца. Стручок с семенами был прикреплен к корню лотоса с помощью тонкого мерцающего серебряного стебля с очень гладкой поверхностью, что создавало ощущение первозданного сюрреализма. Выпустив содержимое флакона, Хань Ли перевел взгляд на Бао Хуа и обнаружил, что ее спокойное выражение лица полностью сменилось выражением восторга. Хотя она ничего не сказала, ее реакция и так показала все.
Затем он перевел взгляд на священного предка Юань-Яня и обнаружил, что последний с озадаченным выражением лица оценивает серебряный стручок семени и корень лотоса, явно не зная, что это такое. Таким образом, Хань Ли повернулся к Баахуа и сказал: «Похоже, это то, что вы ищете. Не могли бы вы просветить меня, сказав мне его название?» Баахуа, наконец, отвела взгляд от серебряного стручка с семенами лотоса, прежде чем повернуться к Хань Ли. «Какой смысл задавать вопросы, если ты даже не знаешь его название? Как я и подозревала, у тебя действительно есть лекарство духа, которое мне нужно. Эти духовные лекарства, скорее всего, все из истинного царства бессмертных, и хотя я не знаю, что это такое. Но я уверен, что вы не сможете найти никаких копий в царстве духов и царстве старших дьяволов. Если вы были бы на моем месте, могли бы вы так легко отдать одно? Кроме того, я только сказал, что покажу вам духовные лекарства, которые у меня есть, я никогда не обещал дать вам одно», — спокойно ответил Хань Ли. Баахуа ничуть не удивилась, услышав это, и с уверенной улыбкой сказала: «Хорошо, какие у тебя условия?» «Я также обладаю настоящей духовной кровью и пилюлями, которые чрезвычайно полезны для практикующих в стадии интеграции тела. У меня есть много полезного для тебя, и я, конечно, была бы готова дать их взамен. У вас есть настоящая кровь духов?» Хань Ли не интересовали другие предметы, которые она перечисляла, но этот сразу же привлек его внимание. «Правильно. В прошлом я сталкивалась с некоторыми истинными духами, и мне удалось получить от них несколько истинных духовных кровей. Они получены из нескольких типов истинных духовных родословных, поэтому я уверена, что настоящие духовные родословные будут чрезвычайно полезны для тебя», — сказала Баахуа с улыбкой. «Мне действительно нужна истинная духовная кровь, но не все виды истинной духовной крови будут мне полезны. Пожалуйста, скажите мне, какие типы истинной духовной крови у вас есть?» — спокойно сказал Хань Ли. «Конечно, я обладаю истинной духовной кровью черного феникса, шестикрылого костяного голубя». Таким образом, Баахуа начала перечислять список истинных духов. Хань Ли внимательно выслушал ее список, прежде чем без колебаний покачал головой. «Боюсь, ни один из них мне не пригодится. У вас есть другие виды истинной духовной крови?» Услышав это, улыбка Баахуа немного напряглась, и она покачала головой в ответ. «У меня есть немного настоящей крови небесного феникса, но она уже есть у тебя. Поэтому я полагаю, что она не будет представлять для тебя никакого интереса. Что касается всего остального, я их уже все израсходовала. Может, тебе нужны таблетки из моей коллекции? В этом нет необходимости. Я отправился в царство старших дьяволов исключительно ради пруда очистки духа и лотоса чистого духа. Если вы позволите мне получить доступ к этим двум вещам, я передам вам это духовное лекарство». Глава 2104. Пилюля духовной пустоты. «Ты хочешь войти в пруд очищения духа и съесть лотос чистого духа?» — сказала Баахуа, когда выражение ее лица слегка помрачнело. «Правильно. Я пошел на такой огромный риск, придя сюда в поисках шанса перейти на этап Великого Вознесения. Теперь, когда я зашел так далеко, я, естественно, не собираюсь сдаваться здесь», — решительно ответил Хань Ли. «Даже если ты выйдешь в пруд очищения духа и получишь лотос чистого духа или два, как ты думаешь, твое желание будет исполнено. Позволь мне сказать тебе следующее. Ты и твои товарищи не единственные, кто зашел так далеко», — многозначительно сказала Баахуа. Хань Ли совсем не удивился, услышав это. «Я, естественно, знаю об этом. Если бы не наши предшественники из Царства Духов, которые пришли сюда до нас, как бы мы узнали, что здесь можно найти пруд очищения духа и лотос чистого духа? Ваши предшественники из Царства Духов. Ты серьезно недооцениваешь, насколько заманчивы эти две вещи. Бесчисленные могущественные существа из вашего Царства Духов и других царств отправлялись в наше Святое Царство, чтобы получить шанс войти в пруд очищения духа. Некоторые из них имели чрезвычайно могущественных покровителей, от которых не посмеют отказаться даже такие патриархи, как мы, в то время как другие обладали невероятными способностями. Для таких людей мы можем предоставить проход только после получения от них некоторой компенсации. Однако менее 10% этих существ удалось достичь более высокого уровня с помощью пруда очищения духа и лотоса чистого духа, неторопливо объяснила Баахуа. Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это, но тут же холодно фыркнул в ответ. Менее 10%. Даже если так, этого достаточно, чтобы рискнуть. Хорошо, но что, если я скажу тебе, что те, кому не удалось добиться успеха, полностью потеряли шанс перейти на более высокий уровень после выхода из пруда очищения духа? Баахуа продолжила, когда на ее лице появился намек на улыбку. Что вы имеете в виду? Хань Ли был искренне удивлен, услышав это.
Насколько мне известно, даже те, кто не смог прогрессировать с помощью пруда очищения духа и лотоса чистого духа, получили от них некоторые преимущества, но после этого никому из них не удалось достичь стадии Великого Вознесения. В противном случае, как ты думаешь, защита была бы настолько слабой в таком важном месте, как остров Горького Духа? Без этой оговорки мы бы уничтожили этот остров любой ценой. В конце концов, пруд очищения духа и лотос чистого духа вообще бесполезны для дьявольских существ. Но они чрезвычайно полезны для могущественных существ из других миров. Итак, ты все еще хочешь войти в пруд очищения духа, уважаемый Даос Хань? Спросила Баахуа со слабой улыбкой. На лице Хань Ли появилось нерешительное выражение, но тут же ему в голову пришла мысль, и он перевел взгляд на священного предка Юань-Яня. В ответ на что священный предок усмехнулся. «Нам не нужно лгать о чем-то подобном тебе, брат Хань. Пруд очищения духа и лотос чистого духа могут помочь некоторым людям преодолеть узкие места на стадии Великого Вознесения, поэтому они, естественно, также вызывают серьезные негативные побочные эффекты. Совершенства не существует в этом мире, нужно взвесить свои возможности и принять решение для себя. Нет ли способа устранить эти побочные эффекты? Спросил Ханли, нахмурив брови. Конечно, есть, но на твоем месте я бы не стал надеяться. Ни один из этих методов не в твоей власти. На самом деле, они совершенно недоступны даже мне, ответила Баахуа с насмешливым взглядом, который появился в ее глазах. Есть способы устранить побочные эффекты пруда очищения духа? Юань-Янь был ошеломлен, услышав это. Не стоит так шокироваться, Юань-Янь. Ты был патриархом совсем недолго, в то время как Нипан и я были на стадии Великого Вознесения бесчисленное количество лет. Есть гораздо больше секретов, о которых ты не в курсе, холодно ответила Баахуа. Молодой человек в черной мантии, естественно, пришел в ярость, услышав это, но он мог только силой подавить собственный гнев. В таком случае, почему бы вам не раскрыть мне эти методы? Возможно, я смогу достичь одного из них, сказал Ханли. Конечно, видя, что ты все еще не хочешь сдаваться, я могу раскрыть тебе эти методы. Однако перед этим ты должен дать мне немного родниковой воды, которая питает духовное лекарство, для проверки, ответила Баахуа с улыбкой. Это не проблема, без колебаний согласился Хань Ли, а затем осторожно щелкнул пальцем в сторону источника, после чего шарик родниковой воды размером с яйцо был отправлен прямо к священному предку Баахуа. Ликующее выражение появилось на ее лице, когда она сделала хватательное движение к водяному шару, и он потянулся к ней, прежде чем зависнуть примерно в дюйме над ее ладонью. Затем она начала оценивать родниковую воду немигающим взглядом, прежде чем влить в нее струйку своего духовного чувства. Через какое-то время она открыла рот, и шарик родниковой воды струей белого света влился ей в рот. Слой белой ци появился на ее лице, и она медленно закрыла глаза, словно наслаждаясь этим. И Ханли, и священный предок Юань-Янь молча смотрели на это. Вскоре после этого Баахуа снова открыла глаза, и восторг на ее лице стал еще более выраженным. Попробовав родниковую воду, я почти уверена, что это то духовное лекарство, которое я ищу. Что касается методов, которые можно использовать для устранения побочных эффектов пруда очищения духа и лотоса чистого духа, я заключила их в эту нефритовую полоску. Говоря это, Баахуа подняла руку, и синяя нефритовая полоска вылетела из ее рукава в виде шара синего света. Хань Ли сделал хватательное движение к нефритовой полоске, чтобы взять ее в свои руки, а затем немедленно вложил в нее свое духовное чувство. На нефритовом бланке было несколько страниц чрезвычайно реалистичных изображений, сопровождаемых отрывками пояснительного текста. Погрузитесь в изысканное дхармическое пламя на 49 дней, затем примите 3 таблетки глубокого восстановления небес. Выражение лица Хань Ли сразу же стало довольно напряженным, когда он прочитал первую строку текста на первой странице. Обе эти вещи были широко известными духовными предметами даже в истинном бессмертном царстве. Их чрезвычайно искали даже бесчисленные истинные бессмертные, не говоря уже о существах царства духов. Фактически, в глазах некоторых истинных бессмертных эти две вещи были даже более ценными, чем пруд очищения духа и лотос чистого духа. Он никак не мог получить эти две вещи. К счастью, в нефритовом бланке были перечислены и другие методы, поэтому Хань Ли перешел к другой странице. Размолоть всеохватывающий цветок интеграции в порошок, прежде чем соединить его с демоническим ядром семенога вороны и некоторыми другими духовными лекарствами, чтобы очистить эликсир, а затем нанести эликсир на свое тело на более чем 100 лет. Рецепт таков, как следует. Выражение лица Хань Ли помрачнело еще больше, когда он увидел это. Семеногая ворона была довольно известным истинным духовным существом. Это не могло сравниться с настоящим драконом или небесным фениксом, но это было определенно не то, зачем он мог охотиться. Что же касается всеохватывающего цветка интеграции, то о таком он даже не слышал. Однако, когда он направил свое духовное чувство к следующему изображению, на его лице появился намек на удивление.
На изображении была показана маленькая золотая птичка, в центре которой находилась мерцающая золотая пилюля с бесчисленными узорами по всей поверхности. Хань Ли долго пристально смотрел на изображение, прежде чем, наконец, прочитать пояснительный отрывок под ним. Пилюля духовной пустоты может быть употреблена существами стадии интеграции тела, чтобы резко улучшить свою базу совершенствования и значительно увеличить свои шансы на преодоление узкого места стадии Великого Вознесения. Примите пилюлю духовной пустоты после входа в пруд очищения духа и употребления лотоса чистого духа, и будете иметь 50% обхода прилагаемых побочных эффектов. Чувство экстаза наполнило сердце Ханьли, когда он увидел это. Пилюля духовной пустоты, показанная на изображении, была ничем иным, как той золотой пилюлей, которую он получил из обширного ледникового царства. С его невероятной памятью он, естественно, смог сразу идентифицировать пилюлю на изображении как пилюлю духовной пустоты. Несколько существ в стадии интеграции тела на Громовом континенте чуть не устроили войну из-за этой пилюли. В то время он получил одну из этих пилюль с помощью ловкости рук, но ему так и не удалось точно выяснить, для чего она нужна. Однако этот отрывок пояснительного текста дал ему ответ на этот вопрос. Учитывая тот факт, что это может увеличить шансы на успешный прорыв на стадию Великого Вознесения, неудивительно, что существа на стадии интеграции так стремились получить эту пилюлю. Прочитав этот отрывок, Хань Ли немедленно извлек свое духовное чувство из нефритовой палочки, после чего на его лице появилось задумчивое выражение. Он быстро начал взвешивать в уме доступные варианты, и в глазах Баахуа появился намек на удивление при виде выражения лица Хань Ли. Спустя долгое время Хань Ли спокойно повернулся к Баахуа и сказал: «Я все еще хотел бы войти в пруд очищения духа. После того, как я выйду из него, я передам духовное лекарство независимо от моего успеха или провала». Прежде чем Баахуа успел ответить, он повернулся к Юань-Яню и продолжил: «Старший Юань-Янь, если вы готовы предоставить мне проход, чтобы войти в пруд очищения духа, я передам траву очищения дьявола. Если вы не желаете согласиться на эти условия, я уничтожу 2 духовных лекарства, и мы сможем сразиться, чтобы увидеть, действительно ли вы двое способны удержать меня на этом острове до конца вечности». Глава 2105. Скорбь царства старших дьяволов. Выражение лица Юань-Яня слегка помрачнело, когда он услышал угрозу Ханьли, и он сказал холодным голосом: «Возможно, ты сможешь не отставать от нас, используя свое тело святой нирваны на этом острове. Но ты собираешься остаться здесь навсегда. Мне просто придется ждать тебя за пределами острова Горького Духа и убить тебя, как только ты попытаешься уйти». Ханьли, казалось, предвидел этот ответ, и он спокойно ответил: «Естественно, я не ровня вам двоим за пределами этого острова Горького Духа, но с обильным духовным ци здесь я могу легко культивировать на этом острове в течение 10 тысяч лет. Для таких совершенствующихся, как мы, это не так уж и много времени. Ты, конечно, оптимистичен. Ты не боишься, что я соберу своих подчиненных после того, как покину этот остров, чтобы создать суперформацию снаружи и полностью стереть этот остров с лица земли?» Угрожал молодой человек в черной мантии. «Это действительно поставило бы меня в чрезвычайно опасную ситуацию. Но вы собираетесь просто отказаться от очищающей травы дьявола. Я могу заверить вас, что если вы сделаете это, я уничтожу все духовные лекарства в моей коллекции до того, как вам удастся уничтожить этот остров», совершенно невозмутимо ответил Ханьли. Ярость в глазах Юань-Яня стала еще более выраженной, когда он услышал это, и он как раз собирался выпустить еще одну угрозу, когда Баахуа внезапно вмешалась. «Хватит тратить время на эти бесполезные угрозы, Юань-Янь. Я не собираюсь отказываться от этого духовного лекарства, и вы также не захотите отказаться от этой дьявольской очищающей травы». Видя, как он решил рискнуть, что плохого в том, чтобы предоставить ему проход? Вы действительно обеспокоены тем, что он из духовного царства. С таким количеством существ Великого Вознесения в духовном царстве это не будет иметь никакого значения. Слова Баахуа, казалось, просветили Юань-Яня, и он стиснул зубы, прежде чем кивнуть в ответ. Это правда. В настоящее время мы находимся на критическом этапе великого плана нашего священного царства, но новое существо уровня Великого Вознесения не будет иметь большого значения. Кроме того, ему все еще довольно далеко до достижения вершины стадия поздней интеграции тела. Так что даже если мы позволим ему войти в пруд очищения духа, он никак не сможет сразу совершить прорыв. Хорошо, я согласен на такие условия. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он услышал это, и он улыбнулся, когда сказал: «Вы определенно приняли мудрое решение, старшие. Эти 2 духовных лекарства бесполезны для меня, поэтому я обязательно передам их, как только я получу проход в пруд очищения духа. Однако перед этим я хотел бы, чтобы вы оба поклялись своими внутренними демонами, что позволите мне покинуть царство старших дьяволов после обмена, и что вы не будете замышлять против меня любыми альтернативными путями. Знай свое место, человеческое отродье».
Ты всего лишь культиватор интеграции тела. Как ты смеешь просить меня дать клятву моим внутренним демонам?» Юань-Янь сразу же снова вспыхнул от ярости, услышав это. Напротив, Баахуа была намного спокойнее, когда ответила. «Я была бы не против дать обет, но ты должен передать половину духовных лекарств сейчас, а затем отдать нам остальное, прежде чем уйти. Боюсь, я не могу с этим согласиться. Откуда мне знать, что половины духовных лекарств уже недостаточно для твоих намеченных целей? Это приведет меня к собственной смерти», — Хань Ли отказался без колебаний. «Если ты не хочешь брать на себя какой-то риск, мы с Юань-Янем тоже не захотим давать никаких клятв. В противном случае мы будем связаны нашими клятвами, и ты получишь все преимущества. Поэтому мы можем просто заверить тебя, что мы не нападем после обмена», — с улыбкой ответила Баахуа. Ярость Юань-Яня также утихла, когда он услышал это. И он согласился. «Я также могу пообещать, что не нападу на тебя, если ты передашь мне дьявольскую очищающую траву». После краткого размышления Хань Ли ответил. «Я не могу заставить вас дать какие-либо обеты, поэтому нам всем придется пойти на компромисс. Сначала я войду в пруд очищения духа, а затем передам духовные лекарства. Если после этого вы двое не захотите отпустить меня, тогда мне придется попытаться уйти силой». После этого из его тела вспыхнул золотой свет, а его вторая золотая голова и две дополнительные дьявольские руки одновременно исчезли. Несмотря на то, что он отменил свою вторую трансформацию нирваны, он все еще очень настороженно относился к двум дьявольским патриархам, и он пролетел более 100 футов, прежде чем посмотреть вниз на гигантское образование под прудом. Баахуа также бросила взгляд на формацию и сказала: «Пруд очищения духа расположен в таинственном пространстве под островом, и эта формация является единственным входом в это пространство. Просто встань в центр формации, и ты будешь телепортирован туда, где расположен пруд очищения духа. Это место является местом с наибольшим изобилием духовной ци во всем нашем святом царстве, и для существ духовного царства, таких как ты, культивирование в течение дня там будет практически эквивалентно культивированию в течение года во внешнем мире. Тем не менее, я должна предупредить тебя, что пространство чрезвычайно устойчиво ко всем живым существам, которые входят в него, и чем больше твоя база культивирования, тем сильнее становится это сопротивление. На твоей текущей базе культивирования ты сможешь оставаться там максимум 3 дня. И если ты пойдешь дальше этого, то, возможно, ты никогда не сможешь вернуться. Это пространство еще более устойчиво к нам, дьявольским существам, поэтому мы вообще не сможем туда войти. В противном случае я был бы не против сопровождать тебя», — сказал Юань-Янь со зловещей улыбкой. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. «Значит ли это, что ни один из вас никогда не входил в это пространство? Мы охраняли это место бесчисленное количество лет, но ни одно существо из нашей святой расы никогда не могло войти в это пространство», — правдиво ответила Баахуа. «Я понимаю», — Хань Ли кивнул в ответ, затем сложил кулак в знак приветствия двум дьявольским патриархам, прежде чем спуститься к гигантскому строю внизу. С его осторожным характером он, естественно, не собирался полностью верить тому, что сказала ему Баахуа. Спустившись на высоту чуть более 100 футов, он внезапно остановился и завис в воздухе, чтобы изучить глубокие руны, начертанные на формации внизу. Баахуа и Юань-Янь обменялись взглядами, глядя сверху, но никто из них не мешал Хань Ли. Примерно через 10 минут Хань Ли продолжил снижение. Как только он приземлился в центре строя, со всех сторон раздался жужжащий звук. Столпы пятицветного света вырвались в небо из всех частей формации, и по всей ее толще прокатились вспышки пространственных колебаний. Над телом Хань Ли мгновенно появился слой пятицветного света, и он внезапно исчез на месте. Сразу же после этого столбы света тоже исчезли, и вся формация снова погрузилась в тишину. Выражения лиц Баахуа и Юань-Яня совершенно не изменились, когда они стали свидетелями этого процесса. Они явно видели это не в первый раз. Юань-Янь еще некоторое время смотрел на формацию, прежде чем внезапно спросить: «Баахуа, ты действительно собираешься отпустить его? Мало того, что он обладает глубоким небесным сокровищем, он уже может дать нам бой, даже если он только на стадии интеграции тела. Если бы он перешел на стадию Великого Вознесения, он определенно стал бы грозным врагом нашего Святого Царства. Это то, о чем вы, патриархи, должны подумать. В любом случае, я не собираюсь ничего с ним делать. Как только я получу свое духовное лекарство, я немедленно покину Святое Царство. Кроме того, это, естественно, невозможно для этого человеческого отродья. Победить нас даже с телосложением святой Нирваны и этим бездонным небесным сокровищем. Не смеши меня». Но если бы он был полон решимости сбежать, было бы непросто остановить его даже за пределами острова Горького Духа. Судя по проявленному им спокойствию, есть большая вероятность, что у него есть еще какие-то спасительные козыри в рукаве. «Так что я бы посоветовала тебе не рисковать», — равнодушно ответила Баахуа. «В прошлом ты не была такой.
Когда ты была одним из 3 патриархов, ты была тем, кто посвятил больше всего времени и энергии обеспечению процветания нашей расы. Но теперь ты не даже спрашиваешь о несчастьях, с которыми столкнется наше святое царство. Сказал молодой человек в черной мантии с обвинительным тоном в голосе. Выражение лица Баахуа слегка помрачнело, когда она ответила холодным голосом. Я действительно посвятила много энергии и внимания подготовке к невзгодам в прошлом. В противном случае Лю Цзи не было бы так легко успешно узурпировать мое место. Однако, в моем нынешнем состоянии я, естественно, не собираюсь больше беспокоиться об этом вопросе. Сказав это, похоже, что ты принял план, от которого я уже отказалась. Ты планируешь насильственно завоевать какую-то территорию в царство духов, а затем постепенно перемещать туда всех наших братьев, не так ли? Юань Янь на мгновение замолчал, прежде чем слабо вздохнуть. Действительно. Мы подготовили несколько планов для преодоления невзгод, и изначально мы планировали использовать самый надежный, но после того, как Лю Цзи занял твое место, ситуация резко изменилась, вынудив нас отказаться от этого плана и принять более решительный курс действий по завоеванию какой-либо территории в царстве духов. Судя по всему, ваш план продвигается не так гладко. Вам удалось завоевать некоторую территорию в царстве духов, но вы не можете уничтожить существующие там расы. И, похоже, вы в тупике, сказала Баахуа с холодной улыбкой. Это не повод для беспокойства. Этот тупик существует только потому, что существа Великого Вознесения этих рас объединили свои силы, а также заручились поддержкой других рас. Как только мы завершим приготовление и сможем спуститься в дух царства с нашими истинными телами, их сопротивление будет легко подавлено, гордо ответил священный предок Юань Янь.